Жизнь. Черные и белые полосы. Они регулярно сменяют друг друга. Несмотря на самую черную полосу с кончиной Бона Скотта, AC/DC вскоре попали в настолько белый поток, что и представить сложно было. Back in Black или Возвращение во тьму позволило группе засиять ярче остальных. Обо всем по порядку. В начале 1980 года, в предчувствии успеха, братья Янги вместе с Боном Скоттом приступили к работе над будущей пластинкой. Первым делом готовились музыкальные партии, вторым – лирика. Скотт ждал идеальных аранжировок. Он был воодушевлен и по-приятному обеспокоен, ведь чувствовал, что альбом станет настоящим прорывом для всего коллектива. Вокалист хотел быть максимально полезным, ради этого он даже рвался за ударную установку. Изначально он и попал в группу как возможный будущий барабанщик. Во время же телефонных разговоров с матерью фронтмен повторял: «Это будет прорыв». Пластинка и стала прорывом, но уже без него. Прохладным вечером 18 февраля 1980 года Скотт вместе с приятелем одной из своих бывших девушек Алистером Киннером отправился выпить и познакомиться с местными музыкантами. В будущем библиограф Клинтон Уокер выразил мнение, что Алистер Киннер никогда и не существовал. По крайней мере, под указанным именем. Но сомнения развеял сам Киннер, написав обширную статью о приключениях в злополучное 18 февраля. «Мы знатно веселились и очень много пили. Скотт пил, как не в себя. Будучи уже пьяным, он напивался все сильнее и сильнее. Я решил отвезти Скотта в его квартиру. Когда мы подъехали к ней, он уже был в отключке». После того, как Киннеру не удалось совладать с расслабленным и неподконтрольным телом Скотта, он с подачи той самой бывшей девушки певца Сильвер Смит решил отвезти Бона к себе домой. По приезду к дому и будучи в пьяном состоянии, Киннер решает оставить холодного Скотта на разложенном сиденье своего Рено. Все, что было дальше, было кошмаром. Бон Скотт был объявлен мертвым 19 февраля 1980 года. Ему было 33 года. Смерть вокалиста поставила оставшихся участников группы в сложное положение. Они знали, что Скотт любил веселиться и гулять по-взрослому, но не был похож на человека, готового порвать счеты жизнью таким образом. Тело музыканта было доставлено в Австралию. На похоронах к братьям Янгам подошел отец Бона Скотта. Между людьми состоялась беседа, в которой отец Бона, Чарльз, сказал, что Бон был счастлив работать с Янгами, и что если бы с кем-то из них что-то случилось, Бон продолжил бы их дело. AC/DC были обязаны найти нового вокалиста. Найти любой ценой. Братья Янги решили закончить с музыкальной составляющей альбома, прежде чем приступить к прослушиванию кандидатов на роль нового вокалиста. Малкольм Янг говорил, что нужно было собрать музыку воедино. И когда они поймут, что все готово, можно было приступить к прослушиваниям. Заменить Скотта было невозможно, но найти самобытного вокалиста, который мог бы быть настоящим персонажем на сцене, было крайне важно и реально. В 1980 году Брайан Джонсон жил и работал в Великобритании. Отслужив в армии в Германии и немного покатавшись по Европе, будущий лидер AC/DC вернулся обратно в Англию. Его музыкальная карьера началась в начале 70-х, но развивалась не так, как хотелось бы самому Джонсону. Достаточно долгое время Брайан Джонсон состоял в группе Джорди и успел записать с ними несколько альбомов в качестве основного вокалиста. В середине 70-х годов были и попытки построения сольной карьеры, но ничего не давало желаемого результата. До того самого прослушивания после смерти Бона Скотта. Бон и Брайан, кстати, были знакомы ранее, и Скотт уже тогда высоко ценил навыки Джонсона и выделял его среди всех вокалистов, которых он успел увидеть в Англии. В дополнение к мнению Бона Скотта, один из поклонников AC/DC прислал аудиозапись с вокалом Джонсона музыкантам из группы. Это сработало. Находясь в Ньюкасле, Джонсон услышал звонок телефона. Поднявши трубку, он услышал женский голос с сильным немецким акцентом. Женский голос уточнил, с кем он говорит. Услышав подтверждение от Джонсона, девушка сообщила, что его ждут на прослушивании в Лондоне, но название группы держалось в секрете. Это не понравилось Джонсону, и ему пришлось доходчиво объяснять, почему он считает затею не совсем удачной. За время нахождения в составе Джорди Джонсон остался без единого пения, и очередная бесперспективная поездка его не воодушевляла. И тогда девушка на другой стороне провода произнесла инициалы группы. Джонсон застыл. «Вы имеете в виду AC/DC?» Извините, я слишком много сказала. Мне нужно отключаться. Приезжайте на прослушивание. Несмотря на волнение, Брайан отправился на прослушивание. Встретившись с музыкантами AC/DC в Лондоне и осушив бутылку алкогольного напитка, Брайан спел и, услышавши слова благодарности, уехал. Уехал, чтобы вскоре вернуться обратно навсегда. 6 недель. Именно за такой промежуток времени был записан альбом Back in Black. Сумасшествие, да и только.
Для только что прибывшего новичка это могла быть стрессовая ситуация. Это должна была быть стрессовая ситуация. Все понимали, что новая пластинка — это в первую очередь дань уважения ушедшему из жизни бывшему вокалисту Бону Скотту. Но музыканты не собирались делать из альбома сборник похоронной музыки. Наоборот, они жаждали драйва, мощи, взрывной энергии. И у них это замечательно получилось. В апреле 80-го группа десантировалась на Багамах. Условия для работы были непростыми. Студия для записи по факту вовсе не была похожа на студию. Скорее, это были своеобразные клетки с ограниченным количеством мебели, кроватями да стульями. В дополнение ко всему, местные бандиты были совсем не прочь украсть что-нибудь дорогостоящее, да и ураганы нагоняли страх и ужас. Музыканты трудились, не покладая рук. Братья Янги, конечно же, имея наработки аранжировок, делали то, что у них получалось лучше всего. Записывали очередные гитарные партии, которые буквально с релизом пластинки в конце июля станут каноничными и легендарными. Джонсону было очень непросто. Он чувствовал огромное давление волнения. Если до прослушивания он переживал по поводу разницы в возрасте между ним и другими участниками коллектива и своими вокальными способностями, то во время записи Back in Black у него были вопросы к себе в плане написания текста. Страх и неуверенность, тем не менее, развеялись после написания буквально первой же песни. You Shook Me All Night Long, сперва вызвавшая недоумение у коллег, буквально за считанные часы была одобрена и в будущем станет одним из главных хитов AC/DC. Гимном же пластинки стала одноименная песня. Back in Black содержит знаменитые звуки колоколов. Идея добавить колокола пришла к Малкому Янгу во время сведения альбома в мае 80-го. В тот момент он находился в Нью-Йорке и, конечно же, выпивал на студии. Его голову посетила идея, нужно было добавить звон колокола. Для его записи было решено отправить техника Тони Плата в Англию, в маленькую церковь города Лавборо. Но Тони не смог получить чистый звук из-за голубей, населявших колокольню. И тогда Плат заказал изготовленный на заказ колокол на специализированном литейном заводе в городе Лестишер. На этом работа наконец была сделана. После того, как все 10 треков альбома были доведены до готовности на студии в Нью-Йорке, Малкольм приехал к коллегам вместе с готовой копией пластинки. Ангус догадывался, что альбом получился именно таким, каким они его задумали, но после первого прослушивания он подумал: твою мать, это просто волшебно. Обложка пластинки была известна задолго до релиза. По крайней мере, самим музыкантам группы все было понятно. Черная, как сама ночь, обложка символизировала скорбь по Бону Скотту. Back in Black увидел мир 21 июля 1980 года. Одним из первых комментариев был отзыв работника журнала The Rolling Stone Дэвида Фрике. Он назвал альбом шедевром и величайшим рок-альбомом со времен пластинки Led Zeppelin 2, в котором запечатлена вся кровь, пот и высокомерие этого жанра. Другие издания, в частности британский Record Mirror, назвал альбом воскрешением коллектива и отдельно выделил Брайана Джонсона. Брайан, по их мнению, был идеальным выбором на роль нового вокалиста. Песни с пластинки покоряли всевозможные чарты, а сам альбом продавался с бешеной скоростью. Финальные показатели продаж поражают до сих пор. В общей сложности было продано порядка 50 миллионов копий. Это второй результат в истории музыки в принципе. Напишите, пожалуйста, в комментах, без подглядывания в Google, какой альбом, по вашему мнению, является самым продаваемым альбомом за всю историю музыки. В США Back in Black продался тиражом в 25 миллионов копий. В Австралии продались почти 850 тысяч копий. В Британии 600 тысяч, во Франции более миллиона, а в Канаде и в Германии ровно по миллиону. По СССР и бывшим странам у меня, к сожалению, статистики нет. Выпуском Back in Black AC/DC вдохновили множество музыкальных коллективов. Участники таких групп, как Metallica, Guns N' Roses, Def Leppard и других неоднократно называли Back in Black одной из своих любимых пластинок. Курт Кобейн, изучая игру на гитаре, в первую очередь научился играть песню Back in Black. Да даже сам Тони Старк фанател от творчества австралийцев. В описании под видео ищите ссылки на интересные материалы и факты об альбоме. Но прежде рекомендую подписаться на канал и влепить ролику лайк. Не дизлайк, а именно лайк. Буду очень вам признателен. Новое видео уже не за горами. Поддержите канал, а в ответ получите интересный контент. До скорой встречи!